Что ж, народ, так, давайте-ка всем привет. Да, тут возникли некоторые проблемы с чатом. Что-то он сегодня криво работает. Поэтому придется себе отдельно вывести еще. Так, вот так, чтобы видеть все сообщения. Что ж, у нас буквально через пару минут должно начаться пришел от презентации MetaQuest Gaming Showcase, где нам покажут различные VR-игры. Так, сейчас попробуем навести страницу. По сути, мероприятие уже должно начаться с минуты на минуту. Ну да, они решили заранее не запускать. Да, редко когда так делают. Обычно отсчет еще врубают за несколько минут. А то иногда и за полчаса. Так, сейчас гляну вот OFN. Они там что-то уже показывают. Но у них там типа своя заставочка. Ну да, вот сейчас у нас где-то с минуту начнется пришел. И в 8 вечера начнется само мероприятие. Интересно, что у нас будет на пресс-шоу. Ну, как было заявлено в предварительном шоу, так игровые новости, дебютные трейлеры. Ну, короче, все понемногу. А только что-то не стартует. И где начало? Я что, зря пришел? Давайте вот пока вот это вот повисит, картиночка. Я как бы специально вот подготовился к началу пришел, потому что интересно сказать, что и на нем покажут. Там тоже бывает что-нибудь интересное, а не только на основном мероприятии. А они меня обламывают. Да, вот пока так и не стартовало. Че, неужто задерживают? Ну а если так вообще посудить, из того, что нам тут могут показать, ну это у нас именно VR-презентация. Так это что у нас? Получается вот Horizon Sunshine, которую нам анонсировали на презентации PlayStation. Что еще такое сразу в голову-то идет? Тоже что-то такое было. Вспомнить не могу. Точно. По Президенту 4-му VR-игра. Ну как по нему? Просто VR-режим добавляют. Так же, как это было с 7-м Резидентом, с 8-м. То, что сначала выпустили обычную версию игры, а потом через некоторое время режим DVR. Ну и 4-й не стал исключением. А так, если честно, я не особо слежу за VR-играми, потому что я в них сыграть-то не могу. Нормально. О, смотри-ка, что-то началось. О, наконец-то, началось пришел. Только они с ним чуточку запоздали. Да, прям развлекаловку тут устраивают. Кстати, эту игру нам разве не показывали также на презентации PlayStation?
Да. Normal Rainbows. Нет, кстати, такого я не припомню там. А вроде что-то было схожее. А, это у нас градострой VR-ный. Little Cities. Да, кстати, я уже наглядно видел в фильмах Oculus Quest, ну и как они сейчас, Meta Quest, как раз таки отслеживание рук. Ну, работает оно довольно-таки неплохо, но я пока еще не запускал игры, ну точнее не пробовал там игры, которые бы задействовали эту технологию. Привет, рыбки. Ну смотри, сейчас пока пришел идет, оно будет еще минут 10 идти. А потом само мероприятие минут 40. Мне вот, кстати, как раз было интересно, как работают игры, которые именно этих захваты рук у квестовских фильмах. И, кстати, сегодня еще анонсировали новую версию фильмака MetaQuest 3, которая будет меньше своих предыдущих аналогов и при этом более производительная. И на данный момент заявлена цена, ну вот в рублях около 40 тысяч. О, это еще за Буратино там был. Знаете, это мне чем-то напоминает игры наподобие Данганронпы, но только тут она в VR. Ну, хотя Данганронпа это немного другое, но суть-то, наверное, схожая. Скандал интриги расследования. Надо будет расследование проводить. Что происходит? Какой-то смертельный отель. Точнее, отель смертельных игр. А так вот еще подумал, то если будет возможность попробовать что-нибудь из игр наподобие ну вот, можно что-нибудь из космос-симов, либо автосимов на VR, где вот именно можно, ну, нормально поуправлять. Может, и Dangerous попробую. Там вроде неплохо это устроено. Ну, не знаю, то, что там поддерживает VR-режим. Так, а тут у нас что такое? Ну, мини-гольф. Да, я вот и некоторые спортивные игры тоже пробовал в VR, неплохо. О, Onward. Это, кстати, интересно. Тактический шутер. Но для него надо места достаточно, чтобы как следует сыграть.
Но это можно считать как контра в VR. Вот реально, чтобы нормально в нее сыграть, надо площадку, блин, там, допустим, 5 на 5 метров, чтобы можно было и самому немного подвигаться свободно. И если что, какие-нибудь маневры совершить. Так что да, у кого нет дома достаточно места, ох, такая игра не подойдет. Но в целом, кстати, интересно. Пошаговая настолка в VR. Точнее, пошаговая стратегия в VR. И это просто... А, ну да, получается просто махач и стенка на стенку. Я думал, это именно либо как настолка, либо как стратегия, но нет, это стенка на стенку. С шаговыми боями, с кубиком, как настолках. All your other selves. You were created a part of me. Ладно. We are connected. We are nature. Типа раз кооператив, то наподобие это... Какое-то это взаимодействие впихивают. Типа вот и передавай снарягу. Надо это или нет, чем пофигу. А, это Power Wash. VR. Да, выпускает его в VR. Привет. Я что-то даже не заметил, что ты тут зашла в голосовой. Ну все, осталось буквально 1,5 минуты до начала основной части действия. Да, видимо, нам больше ничего не покажут в пришел. Но уже успели и несколько интересных вещей показать из новинок.
Ну, к нам, получается, чуть позже подключится. А, все тут? Я тут, привет, да. Ну я бегаю туда-сюда, пока что еще пару минут. Ага, хорошо. Ну, у нас вон полминуты осталось до начала. Так что не думаю, что ты особо что-то пропустишь. Может, там одну игру, не более. А так, да, я повторю то, что сказал вначале. Нам вполне могут повторно показать VR-версию 4-го Резидента. Также Arizona Sunshine. Ну, потому что я знаю, что первая часть точно выходила не на квесты. А на презентации PlayStation нам анонсировали вторую часть. А так, по поводу того, что нам еще продемонстрируют, я даже без понятия. Все-таки есть разница между PS-овским VR и VR от Мета. Как-никак у них свои эксклюзивчики имеются. Что там, что там. Welcome everyone to our third annual MetaQuest Gaming Showcase. I'm thrilled to be back hosting, and it's a big day. This morning, Mark Zuckerberg shared that our MetaQuest 3, our next-gen VR headset, ну вот нам сейчас сообщают о том, что анонсированы MetaQuest 3 is our follow-up to MetaQuest 3, который будет раза в 2 меньше первой и второй версии. Но и при этом получит производительность раза в 2. У них в магазине доступно уже больше 500 игр. Ну да, часть из них я знаю, играл. We have way more to share when MetaQuest 3 releases, including specs, more apps and experiences, and a whole slate of groundbreaking MR content. These are all stepping stones toward our long-term vision for building the metaverse. But for today's showcase, it's all about VR games. Every title you see today will be playable on both Давайте уже MetaQuest 2 показывайте, and 3, что у нас сегодня. and is currently set to launch in the next 12 months. Скорее всего, преимущественно будут So let's показывать get игры, started. которые выйдут в этом году. Are you ready? Серьезно. Я не помню, как эти штуки называются. Но это, блин... Не-не, вот как вот эти вот погремушки обзываются, я вот не помню. А разве они так не обзывают? Нет. Ты чего? Ну, сейчас я загуглю, знаю. Самбо де Амиго. Samba de Amigo in VR. I could not be more excited because music is such an important part of my life. I was a professional musician for years, and at Meta, I've gotten to work with the talented teams behind a bunch of other rhythm games. Playing Samba de Amigo in VR feels like it's always belonged here. And I can't wait to see everyone shaking their maracas when Sega brings the game to the MetaQuest store this fall. Back in February, Shell Games revealed I Expect You to Die 3, Cog in the Machine. Today, I can Я понял, что у confirm них есть that там this какое-то third helping of название, но Spy я не помню, как они Hijinks, называются. or Spyjinks, is coming to the MetaQuest store this year. Hopefully your skills haven't gotten too rusty, because this threequel will send agents on their most challenging mission yet. Confront more villainous villains, tackle Ну да more ладно. perilous perils, and expect to die a few more times. Не так уж важно. Oh, you are either very strong or that steering wheel was not attached correctly. Так, а вот это мне кое-что напоминает. I Expect You to Die? Dr. Roxana Prism is a former inventor for the agency. She truly believes she can create a better agent.
Oh, hey, I'm Rob Butler. You'll either prove her wrong or prove her right. You're dead. Хотя не, у него не было упора на юмор. Хотя, может, и сделали новой части. Кто знает. Но в целом похоже. Ну, хотя я играл только в первую часть. Андай, а Expected to Die 3. Я тебя вообще хотела заставить сыграть. You don't have to play the series in order, but if you'd like to, you'll find the first two games bundled in the MetaQuest store for 40% Это как раз таки из того, что мы любим, головоломочки. That's not all Shell Games is working Да. on. They made a promise at last year's Так, showcase. у нас же сегодня презентация 3 VR-игр. games over the next 2 Ну, я years. это и уточнила. Hot off the press, let me introduce you to Silent Slayer, Vault of the Vampire. Silent Slayer is a Кстати, single-player horror game что-то я that'll совсем bring you забыл. face-to-face with slumbering vampires. And as you might guess from the title, stealth is key to survival. Блин, забыл то, что у As меня Shell Games обычно puts it, silence громко is играет gold, из sound презентации is звук. Надо убавлять. Let's take a peek. Так что, наверное, у меня орало до этого. Keep silent. Gently. Ну, мы как-то уже играли в The Coop. At last. Ой, The Room. Четвёртый, Да, кажется. вот, кстати, Я что-то подобное с The Room'ом. And do not be gentle. Не, и VR-ный, он там отдельный, и не номерной. Silent Slayer. И, кстати, вот что удобно, если все-таки захочешь поиграть в Expected to Die, то он играется буквально сидя. We revealed Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord. And then I got to drive off into the sunset in the iconic Ecto мы 1. тоже For играли this year's сидя. show, Sony Да. Pictures VR and N-Dreams put together a little dossier on the Ghost Lord himself. Я про то, что можно будет как-нибудь все-таки тебя заставить в него сыграть. He's so mean. Along the way, we'll get a glimpse of the West Coast's Тебе first заставлять не меня Ghostbusters надо, а HQ. Сфеу. Он же это Some все iconic San устанавливает. Francisco landmarks and the spirits and specters that you'll be trapping there with your friends. Let's take a look. Ты же сам прекрасно понимаешь, проблема не в том, чтобы поиграть, а проблема в том, чтобы установить. А в чем проблема устанавливать? You think you know the whole story of the Ты же Ghostbusters. понимаешь, что он Well, you требует don't определенное know my количество story. места. 1984. Ну, это да. My research в brought умный me to компьютер Columbia University, яростный. where I studied under the Ghostbusters. Он то They место это dismissed видит, my но не work, видит. called it dangerous. But in San Francisco, I can show them, with its untapped cauldron of the undead. Where others saw fear, I saw subjects. How could I know my research would stir a dormant evil? The Ghost Lord. Alcatraz. Tortured souls, whose guilt I could drain and drain again. Their pain, the price of progress. Что за охотники за привидениями? Kitty understands. Soon everyone will understand. Это они и есть. Especially you, Ghostbusters. Даже в начале with была your заставка silly pirate Ghostbusters. tricks. You will see the progress I have made. Know the power I have harnessed. You will realize that I, Gustav Hookfather, am the Но genius из этого, походу, хотя бы коп сделай, а не это... А не аналог ДБД, как это было с Midnight Host Hunt, которые, кстати, должны были начать раздавать в ИГСе. Блин, легендарный трек. Кстати, видели уже ЕГС? Не, Check this out. The team let me into the San Francisco Не Ghostbusters заходила HQ еще. a little early, and it's still under construction, but I have heard some strange noises in the middle of the night. But guess what? I've got my jumpsuit, I've got my proton pack, my PKE meter. После презентации надо будет заглянуть, глянуть хотя бы доступна в России или нет игра, чтобы Because if забрать. there's one thing you can say about me, is that I ain't afraid of no ghost. Whew. Anyway,
When we asked one Hamsub, developers of Racket NX, what's something players will love about your new game? They said, you can lose an arm, then pick it back up and bash your enemies with it. There you go. Underdogs is a physics-based brawler where you wrap yourself in your 5-ton gorilla Сейчас спать mech хочется. and rampage through New Raqqa, the 22nd century mech fighting capital А то of the сейчас world. так, как будто ты там Take on зевнула. whatever the pitmasters throw your way and Не, я upgrade просто your mech громко to be вздохнула. even more fearsome. But remember, Ну, the бывает и more you такое. climb the ranks, the more every lowlife in the city will be gunning У меня for что-то you. чат сегодня So get ерундит. ready to claw your way up the food Сначала chain. Twitch никак не хотел работать, теперь еще и ВК отвалился. Что там This намудрили? city ain't never gonna let two base boys like us in. Nah, this the jungle out here, bruv. If we wanna get into New Raqqa, Воу. we're gonna have to Сражение fight в мехе. like fucking animals. А чё, в целом неплохо. Мне почему-то сразу вспомнилась из третьего Borderlands девочка. А, привет, Котлетос. В мехе сражалась. Underdogs. Подземные псы. Midnight Ghost Hunt сейчас доступно. Доступно, можно забирать. То есть все забирается At нормально. last Окей. year's show, we Да. revealed NFL Pro Era, the first NFL Не, and ну, NFLPA ЕГЭ, что не licensed мешает VR забрать. football sim. Since Не, the просто game's launch может last быть такое October, то, you've что completed over 3 страница million доступна, NFL а seasons забрать and нельзя. unlocked over 9 million trophies. Можно But what's забрать. next? Here to tell you is status Да, quo Котлетос, president это and VR. co-founder Тут у нас and сегодня все former игры для NFL VR. wide receiver Andrew Hawkins. Thanks, Ruth. Our goal last year at Status Pro was to give people the experience of being NFL QB1, feeling the rush of stepping onto the field and leading your favorite NFL team to victory. The Это positive забавно. response we got from our community was overwhelming, but that was just the beginning. Later this year, we're upping the Я только не game with помню, the Холк next это у нас evolution of как NFL ястреб Pro и Era. как сокол This year переводится. is all about showing the world what you've got. With the А new что-то из version of такого. NFL Pro Era, we're expanding multiplayer so you and your best friend can pit your favorite teams against each other and see who comes out on top. There's a world of competition out there, and we want to see how our community's QB skills stack up. Котлетос, это вообще к чему? Between now and launch, new features, new modes. This is more than a roster update. The next version of NFL Pro Era will build on last year's game in so many cool ways, and we cannot wait to get it in your hands. Check us out on У social. Котлетос We опять posted a lot of рандомный community вброс and game в updates чат. there before we launch this fall. This is really cool, by the way. Thanks, Hawk. All right, moving on from the field to the court. Back in December, Resolution Games, creators of Blastin and Demio, revealed their latest project, Racket Club, an all-new sport Ладно, а designed может вы уже покажете? exclusively for VR. Practice your swing Погоди, solo, play поболтать pickup надо. matches with people all around the world, or just hang out Мы and всё равно не socialize понимаем. courtside with your friends in this one-of-a-kind sports complex. Мой английский не бум-бум. Here's a new look at Racket Club. Настольный теннис. Или даже большой теннис. Нет, скорее большой. Мультиплеерный. А так я пробовал как-то играть в настольный теннис в VR, но вот ты знаешь, по ощущениям играется почти как настоящий. Единственное то, что у тебя вместо
ракетки и контроллер, который примерно так же в руке лежит. И бегать за мячиком не надо. Да, вот это, кстати, хороший плюс. То, что не надо бегать за мячиком. Спасибо. И играл я в него так же посредственно, как и в реальности. У меня плохо получается силу рассчитать удара. At our debut gaming showcase, I premiered the launch trailer for Wraith: The Oblivion Afterlife from Fast Travel А вот Games. эту игру я It was припоминаю. the first VR Её уже game как-то set in the показывали. world of darkness. And today, we're diving back into the world of supernatural horror with an all-new adventure RPG, Vampire: The Masquerade Justice, which will send you to Venice. But not the Venice you see on postcards. You are a vampire, comfortable in the city's darkest shadows. Hide in plain sight, drink the blood of mortals, and use your vampiric abilities to become the ultimate judge of the guilty. So, without further ado, let's sink our teeth into the debut trailer for Vampire: The Masquerade Justice. Так, а это у нас еще из вселенной Маскарада? Вампиры в VR. Да. Она же озвучила то, что вселенная Vampire Masquerade. Но из серии я играл только в первый Bloodlines. Второй же вампир до сих пор не вышел. Ну да. И неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Там куча всего с ним произошло в процессе разработки. А так выходило... Не, а так, понимаешь, выходило не менее 5 игр и еще в той же вселенной. И это если не считать старых. Ну вот, еще времен первого Маскарада. Next, an adventure that never needs to end. This one is special to me. It's developed by Othergate. Я вот, например, все хочу в Swansong сыграть. Еще никогда до него не доберусь. Swansong. Когда Silksong успел выйти на VR, если он до сих пор не сделан в этом. И вообще, как инди-игрушка такая может быть в VR? Не, как платформер может быть в VR, так хотел сказать. Так хотел сказать, как 2D-платформер может быть в VR. You'll explore dark crypts, ruined castles, and deep caverns. Battle monstrous enemies with melee and magic, solve puzzles, avoid traps, gather loot, escape back to safety, level up, and then do it all over again in a brand new dungeon. Take a look. Похоже... Нет, не показалось. Это та игрушка, которая вышла в этом году, которая из пикселей и потом постепенно все текстурами обрастает. Да не. Я об этой подумала. Странно, что ты о ней вообще подумала. Не знаю, мне почему-то... Ну и, кстати, до нее тоже надо будет как-нибудь добраться. Dungeons of Eternity. Okay, we brought back Samba de Amigo, but we must have other beloved classics waiting in the wings, right? How about one of the best-selling games of the 90s? An iconic mystery, maybe? Something a little spooky? Yeah, I think we have one like that. Vertigo Games. У них, кстати, бывает что-нибудь интересное. Что-то было. Даже как похоже что-то.
Да-да-да, точно, нам это уже анонсировали когда-то игру. Однозначно анонсировали. Вполне может быть. Но это тоже из разряда того, что мы любим, головоломочки. Да я вижу, я говорю, я поэтому и запомнила, я говорю, я однозначно это уже видела, как то, как бывает на лодке, вот этот вот дракон с ключом. Да, вполне такое возможно. Может, нам сейчас просто дату релиза назовут. Each night, the guests arrive. Stout, what do you want? Show yourself. Добавить можно фиш-лист только. Ну, и сказано то, что в этом году будет. The seventh guest Мне is бы mostly вторую known for книжку ushering за нос in пройти, the наконец. CD-ROM era, once upon a time. But it's a great puzzle adventure game. And it's cool to see Vertigo Games А он and ради Vertigo Studios Rotterdam выходил staying где-то true to помимо the original, PS-ки. but reimagining it for a new era. The team is Ты using мне даже volumetric там на video нее to capture the live-action performances of actors to help tell the game's story. Отсылка к Elden Ring. They're also fully recreating the iconic mansion in 3D for the first time. Хотя он там Just don't be больше surprised if какой-то, it я не starts знаю, changing козел, shape что around you. ли, горный. It is haunted after all. Торрента. In addition to the seventh guest, Vertigo is working on Arizona Sunshine 2, a sequel вот, to one Arizona of the most Sunshine 2. popular games from VR's early Ну, кто бы days. сомневался. This one people have been waiting to see for a long time, including me. You might have seen the CG reveal recently, but today we have another short teaser for you. Ну, первая часть, Time to она say hello to your old довольно pal Freddy, хорошая, and интересная hello to a new friend as well. и веселая. Dying Light. Не, Arizona Sunshine 2. Да. Подожди, у меня что, трансляция отстоит? Не, я по фразе ее еще понял, когда она говорила. Она там произнесла название игры. Ну, блин, во второй части появится песик. In Arizona Sunshine 2, you'll survive the desolate waste of Arizona with your new best friend Buddy. А так, скорее, у меня будет немного подтормаживать трансляцию, потому что у меня пару раз она подвисала. Еще в начале. Ну, давай, пока она болтает, я обновлю страницу. Во. Because you're going to be spending a lot of time there. In this chilling psychological horror experience, you are Vecna, invading people's minds and conjuring up their worst nightmares as you look to take revenge on Eleven and her friends. Stranger Things VR comes to MetaQuest store later this year. Ой, ну из этого там вообще такую фигню сделали. Это очень странное дело, решили VR запихнуть, но, блин, выглядит Я сейчас эти Лианы хреново. увидела и чуть не крикнула «Люмус!». Ну это, ты понял, чтобы они разошлись. Да-да. Тут Люмуса на всех не хватит. Это надо что-то помощнее. Но я запомнила, как ни странно, из игры только, наверное, ну, не считая запретных заклинаний, еще, наверное, штуки 4 заклинаний. Ревелия, я думаю, это у всех отпечатано. Это, который он повторяет очень много раз. Ты 10 секунд жмешь. Но это кто уж как его затыкивает. Ну, когда ты слышишь этот дурацкий звоночек, тебе ж надо найти вещь. Да вообще в играх, где надо там, ну, где есть возможность сканировать местность, эта функция юзается
Attack on Titan VR постоянно. Unbreakable lets you join the scout regiment Ну, а and go так еще head-to-head with the Titans Иванеско — themselves. это разрушение. Swing through the air using your ODM gear and take down enemies many times your size Ну, as you Люмус, try to понятное protect the дело. last vestiges of humankind. Some of you Я may вот already be Амора. familiar with this game А как же because we teased it Экспелиармус? late last year, but you didn't get to see Ну, this game's Экспелиармус, да. dynamic, high-flying battles. Гардиан Левиоса. Today you will. Левиаса. Акцио. Я понимаю, о, по атаке титанов. Хотя вроде как-то демонстрировали. Из какого места у него кошка вылезает? А у него на поясе висят. Вон, видишь, его можно увидеть. Там у одного чела. Привет, персы. Так. Не, ну знаешь, анимешка очень классная. Не, анимешка неплохая, но просто эта улыбка, это нечто. Да у них вообще лица довольно-таки интересно сделаны. Так, а что именно про 11 июня? Там, конечно, я знаю, тоже будут презентации. Но там презентации начнутся еще с 7 июня и вплоть там до 16 каждый день. 11 я знаю, будет у Xbox презентация. 13 у нас 8 часов вечера, Xbox Game Showcase. Да-да, и потом сразу после нее будет еще Starfield. Про Starfield тут не написано. Я знаю, но они там, ну, сразу следом будет. Отдельная презентация по Starfield'у, сразу после Xbox. Ну, все-таки компания та же. А еще с 19 по 26 будет в Steam играм быть. Так что если кому интересно, будет Storm решили VR запихнуть. Много демок. Блин, я помню, играл как-то будет Storm. Но это же игра-то еще когда была. Персы, они уже выкинули список игр, которые выйдут в первую половину июня. Но лично для меня там вроде только одна игра за это время будет интересная. А мне больше интересно, будет как Half-Life. Ну ты понял. Какой еще грузинский шутер 2? Кстати, для Алекса выпусти русскую озвучку Game Voice. Да, не то читать в VR очень неудобно. Субтитры. This is the Bulletstorm we all know and love. Every skill shot, every story beat fully recreated from the ground up for VR. Я Мэдисона вообще давно уже не смотрю, мне нравились у него только старые ролики. А потом пошел куда-то не туда. So book your ticket to the planet Stygia for later this year. And thanks to People Can Fly and Incubo for bringing such a fun project to life. Okay. Before we start talking about our final game, I know you've been waiting for an update on Assassin's Creed in VR. And I have good news. Assassin's Creed Nexus is coming to the MetaQuest store by the end of the year. Это Nexus, это что-то вроде платформы будет. А вот, так, презентация будет 12 июня. Окей, значит, вот, уже анонсировали, когда и во сколько презентацию Ubisoft надо будет потом записать себе. А то у них же неизвестно было... Ну, дата была известна, а вот время нет. И наконец-то анонсируют полноценный Nexus. И я перепутал с Infinity, где это типа хаб для новых игр Ассасина. Локи?
Кстати, его, возможно, как раз-таки добавят в состав геймпасса. Ну, как бы, как минимум, подписку выпусти на Xbox уже. А это уже можно считать первым шагом. Потому что такое произойдет. И тем более, некоторые игры уже и так включили в геймпасс. Так замечательно. Ой, шизанутая баба какая-то. А почему мне это напоминает God of War? Я вот тоже все сижу и смотрю, вот так и хочется сказать, Кратос, ты ли это Кратос? Да-да, добралась до Египта. Да, например, название Асгард. Asgard's Wrath 2 is an Да, очень странно, конечно. adventure in this epic series. Freed from prison by the weavers of fate, you'll set out Да on a вообще, new подписка quest Ubisoft, across она time довольно-таки and space. дорогая, брать From the ее Norse realms особо нет смысла. Ты to the смотрел deserts of ancient Egypt. Here on the Тора great sand sea, последнего, you'll Любовь и once гром? again А, battle да? gods and creatures of myth to stop В Loki конце, from где она upending попадает all в of это, creation. в Альгалу. When the original Asgard's да, Wrath видел. released on PC VR, it wowed players with its jaw-dropping scale, brutal physics-based combat, and stunning graphics. Asgard's Wrath 2 will set a whole new standard for wireless VR. This is the deep Но в and целом, да, вот immersive action игра, которую сейчас RPG that показали, you've been waiting for. все-таки больше похоже, как будто сделали God of War в Египте. Gorgeous visuals and well over 60 hours И of VR. exploration and tense combat into MetaQuest 2 and MetaQuest 3. Today, my friend Matt Kramer, head of Сразу видно, design at с чего Tanzaro срисовывали. Games, will take us on a tour of the Даже team's больших боссов groundbreaking не забыли title. впихнуть. Everything you're about to see was captured in game. Matt, the mic's yours. Thanks, Ruth. I'm so excited to show everyone what we've been working on at Tanzaro these last few years. Asgard's Wrath 2 picks up where the first game left off, in a mysterious tavern you can't escape Хочешь такую from. себе домой? You're suddenly thrust into battle with a giant creature, clearly from another realm. Почти. Ладно. Just when you think all is lost, you encounter the Weavers of Fate, a Не, trio выглядело of beings поначалу, that как set будто you off upon your питомца adventure to приобрели. find and Прикольно. stop Loki. Не, вот согласен с тобой, Персе. So just how much bigger is Да и this если game? так считать, то проще просто отдельно вот эти игры где-нибудь достать по дешевке, чем брать ради них подписку UPOR+. Это как я себе вот для того, чтобы пройти в Айгалу, покупал аккаунт, и чё он мне тогда обошелся? 160 рублей? Со всеми дополнениями. Вообще не понимаю, как такие аккаунты могут быть дешевые. Игры такие дорогие. А потому что это работает так, то, что он берет аккаунт, а потом раздает его нескольким людям. Как бы в онлайне поиграть не получится, там через оффлайн режим только если запускать. Потому что если в онлайн режиме запускается игра, то друг друга начнет выкидывать. Ну, ты сама знаешь, как это работает с семейным доступом, вот тут примерно так же. Если игра запущена на другом устройстве, все, пошел нафиг. Or a ward that provides a temporary AoE benefit wherever you throw it. But it's not all about survival. Kick back. Да, ты вспомни, какой гусь был это Uncharted Goose, как там правильно игра называлась. Не, ну то так и задумано, а это все-таки VR. Могли бы как-то сгладить углы. These worlds are so big. А, кошак-то нормальный, да? Luckily, you'll have the power of a god at your А смотри-ка, можем превращать все-таки. As with Asgard's Wrath, you'll be able to transform a few brave animals. Не, я бы не сказал, что она ее убила. Как бы сделала больше шутер, да.
They'll serve as powerful mounts that can carry you swiftly across the massive realms of Asgard's Wrath. Ну вот интересно, что у них будет с ремейком первой части. What's fast on foot or mount can look very different to a god. Блин, я когда смотрю VR-игры, мне так хочется это поскорее это за мост вторую книгу пройти, вторую главу. А что не так с конвикшеном? Ну там вот конвикшен, бэкист. Reach inaccessible areas, solve puzzles, and more. Ну просто видишь, конвикшен, он скорее это как проба изменить немного стилистику игры, поэтому не так сильно это сработал. Но вот лично мне больше всего не понравилось, это Double Advent. От Conviction вполне неплохо прошел. The first of these heroes is Abraxas, a cynical tomb robber with a grudge against the gods. You and Abraxas make an unlikely pair, but you'll have to work together to take down fearsome enemies like the bloodthirsty goddess Sekhmet. Abraxas seeks vengeance against Sekhmet for the murder of his father. With his whip sword and bladed shield at your command, he'll stop at nothing вот это to все, defeat her. телекинез, перемещение, Combat was one of the aspects players love most about Asgard's Wrath, us included. А тебе плохо от этого не станет? Whether swinging a sword, throwing an axe, or even using your fist, the combat made you наверняка feel что будет гораздо powerful медленнее, and чем в skilled. обычном контроле. In the first game, the combat favored a defense-first approach, meaning you had to block and parry a series Ну это, знаешь, я вспомнил, была история как раз таки связанная с качанием VR. То, что в какой-то игре людей укачивало, не знаю, как это исправить, и просто исправят тем, то, что добавили виртуальный нос, все. Укачивать перестало. Ну, вообще советую, то, что когда укачивают в машине, смотреть на приборную панель посередине. Ну, если ты на заднем сиденье, разумеется, не водитель. Ну, укачивают обычно, конечно, и сзади. For a greater degree of То player есть нужно на customization чем-то одном and заострить wider внимание. variety amongst enemy archetypes. Как видимо, в VR This при time, помощи носа we have a так и full получалось. physics system implemented for weapons, with swords, axes, bows, staffs, and more at your disposal. You can find a Есть на combat что style глазу that's right for зацепиться, you, грубо говоря. but you'll need to Ну change да, your и approach, как-то это as примерно так и enemies will работает, now ну, react to your every такая уж movement and физиология у switch up their own человека. attacks. You'll also unlock new skills and abilities as you level up, letting you invest further in the weapons you use most. Unlock powerful abilities and super attacks to truly change the game. Nothing feels better than seeing your weapons soar Не, into ну, the air. в целом мне нравится, как развиваются нынче VR-игры. You'll also Не, discover ну их relics you как can бы slot into your априори weapons начинают and делать armor потихоньку that will быстрее. provide То you есть, with если раньше powerful ты там, buffs, типа, like adding fire damage стоял to на your месте и weapon or еле-еле как heal там over оружие time, перезаряжал, то есть allowing you to людям же customize тоже your нужно weapon время set привыкнуть. against each enemy you face. Ну, да, и еще оптимизировать технологию, как раз таки вот связанные с укачиванием. Это вот самая первая проблема, которая серьезно возникла. Ну, просто есть присутствие. Тут у нас VR-игры, дело в этом. Ну, как бы, я помню еще первую версию Oculus'а, причем одной, ну, из стартовых версий, когда там даже картинка по качеству была хрен пойми какая, знаешь, как будто ты запускаешь видео в 240 на Full HD мониторе на полный экран. Вот примерно так там выглядела картинка. Все и выглядело при этом несуразно. Ну, просто была у меня как-то возможность еще в далеком 2013 году опробовать. Но вот тогда это был только старт такой технологии.
The rifts are always open, so you can visit it. И, кстати, если кто внимательно смотрел, то могли заметить то, что это рогалик. And put your skills against some of the toughest time-limited challenges the rifts have to offer. Интересно, насколько сильно будут ощущаться эти изменения в рогалике VR-ном. То есть, как бы, одно дело, когда ты реально там какой-нибудь Хейдес сыграешь или еще что-то в этом роде. Там как-то вот эти вот ощущения от того, что ты прокачался, они постепенно идут. То есть нету такого резкого прироста. А здесь... They're almost like a whole game on their own, and we've barely scratched the surface of all the unique dangers you'll encounter. Ну да, скорость атаки вряд ли будет меняться, но знаешь, там и сила удара, там какие-нибудь эффекты, там и защита. Это вполне запросто можно устроить. Back to you, Ruth. Okay, now head over to the MetaQuest store because pre-orders of Asgard's Wrath 2 are open. Pre-order and you'll get a copy of the original Asgard's Wrath on PC. You don't have to play it before, but it'll add some fun context. You'll also get immediate access to так, знаешь, вот и анонсирование такие сегодня. Oculus Quest 3. Ну, фу, не Oculus Quest, а MetaQuest 3. Они же еще давно переименовали. Цена 40 тысяч. Сижу такой, хочу. И понимаю, то, что у меня денег-то все равно них на нет. Ну вот хочу. Так у тебя вроде знакомые там работают. Не, ну да, с работы я могу взять второй Oculus Quest, но тут просто, понимаешь, третий-то анонсировали, он поменьше, полегче, но при этом помощнее. Ну, вдруг они купят одну штучку. Не, ну знаешь, самое удивительное то, что цена, которую они заявили, она такая же, как у первой-второй версии на старте. Ну, примерно такая же. Не особо отличается. Ведь не знаю, прям так завышать ценник. И вот даже если учесть разницу между первым и вторым квестом, а там она ощущается, то вот как раз таки за счет облегчения к третьей версии, я думаю, он вполне будет хорошо сидеть. И, кстати, это у нас все. Ну а так, дальше у нас следующая презентация будет 7 июня, там у нас будет Guerrilla Collective. И потом уже начнется Summer Game Fest, где будет куча всяких презентаций, вплоть до 16 числа. Ну, каждый день они будут до 13 числа. И планируется еще одна презентация по VR-играм. Ну что ж, тут у нас просто будут обсуждения различные, поэтому это мы как бы рассматривать-то и не будем. Так что дальше уже будем готовиться прям к серии вот этих презентаций. Ну, посмотрим, как там будет складываться. Лично у меня. А, и, кстати, я про Starfield все-таки писал, я увидел. Ладно, что ж, давайте-ка на сегодня все. Всем пока.